Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я опять на даче, у нас жасмин цветет, пахнет волшебно просто. Смотрите, какой куст у меня. Вон там вдалеке, где старые качели, малина, это я в том году от сестры из Брянска привозила. Не вся прижилась, но кое-какая прижилась. Картошка у нас окучена, но скоро подрастет, надо будет второй раз окучивать. Здесь у меня в клумбе тоже моя гордость, белые пионы. Они тоже просто волшебно пахнут. И у них, видите, такие искорки бордовые в центре. Просто неземная красота. Это мои любимые цветы. Очень много дел, но я стараюсь показать вам хотя бы что-то с моей дачи. Вот здесь сажала астры семенами прямо в грядку, в клумбу. И один пакетик рукколы случайно попался. Вот руккола зашла, а астры нет. Потихоньку гладиолусы вылезают, я их поздно очень посадила. Еще мало вылезло, я их гораздо больше посадила. Вот в теплице у меня первый раз такие баклажаны разлапистые, прямо такие мощные листья, и уже цветут, такие низенькие. Ну, не знаю, посмотрим, что получится. Это называется сорт Алексеевский, я первый раз сажала. Здесь перчики сладкие, в средней грядке 3 перчика, 3 баклажана. Гвоздики, часики у меня самосевом все время всходят. Я очень рада. Они оживляют немножечко. Мы подвязали виноград уже. Кабачки. Вот этот кабачок я пересадила из теплицы. Я думала, что это огурец. Посадила в теплицу. Потом смотрела, похож на кабачок. Причем не тот огурец, на который я думала, что это будет кабачок, который был не подписан, а этот был подписан. Я хочу вам показать, мы батат высадили в гребне, накрыли черной пленкой и сделали систему капельного полива. Мы теперь крутые. Посмотрим, как получится. Я еще хочу вот из этой же почки пустить шланг с капельным поливом. Там вот эти оранжевые штуки, они отщелкиваются, и можно другой шланг прицепить с такой же оранжевой штукой к этой же бочке. Хочу вот на эти грядки с чесноком. Но пока дожди льют так, что полив не нужен, но если будет нужен, то у меня есть все для этого. И шланг, и вот эта штучка оранжевая, и лента. Я прям 100 метров заказала. У меня большая часть осталась. Здесь у меня фасоль так плохо взошла, но уже пересеивать поздно. Она не успеет вызреть. Там у меня справа июньская капуста, в серединке капуста Слава. Я ее гораздо позже сажала. Ну и слева грядка кукуруза. Там еще совсем нечего показывать. Горох после прополки. Оказалось, что он тоже у меня мало очень взошел. Я сегодня буду досеивать. Морковка. Вот 2 рядка в этой грядке из одного сорта, а другой сорт из другой пачки справа вообще никак не взошла. Клубничка начинает потихоньку краснеть. Вот, поближе я хотела показать. У нас тут ежевика, наконец-то она начала разрастаться. И муж у меня вбил такие колышки, и мы вот такой проволокой в силиконе, я не знаю, тросиками такими подвязали все это дело. Теперь у нас все культурно. Но он еще и выдрал всю траву из-под корней, потому что здесь уже по колено трава в грядке была. Конечно, он корни не вытаскивал, просто порвал траву, чтобы хотя бы что-то было видно нам. Вот здесь вот ежемалина, более темные листики. Ну, не цветет, не пахнет, наверное, приживается, я не знаю. Ежевика у нас лет 5 раскочегаривалась. По одной, по 2 веточки цвело, а в этом году вон прям красота. Потихоньку она разрастается и даже уже вылезает из грядки. Побеги некоторые вот уже вне грядки. Ну, посмотрим. Она колючая собака такая. Это мои бедные помидорчики уличные, которые я прям маленькие посадила. Дожди их прямо закапали. Это вторая грядка. Здесь я вот сеном укладываю, чтобы грязь и всякая фитофтора из земли не выползала на помидоры. Но когда на ту грядку будет, то я и ту грядку сеном укрою. Здесь вот лук у меня нуждается в прополке и рыхлении. И тоже в ближайшее время прямо займусь. Вот следы Треська бегала. Собака такая. Укроп самосевом всходит.
Ну, он по всем грядкам у меня. Я хожу просто, вот, когда семена появляются, я хожу, раскидываю всюду. Специально я укроп не сажаю. Хотя в этом году мне соседка дала другого сорта укроп, чем у меня, а я ей своего дала укропа. И в этом году я его посадила специально. Но я посадила тоже по капусте. Тоже ягодки потихоньку начинают с другой грядки. Ну, вообще, это, клубника вымерзла в этом году очень сильно, и поэтому особо я ничего не жду от нее. Здесь вот тоже ждет прополки и рыхления чеснок, и тыквы надо потихоньку, надо тоже порыхлить, прополоть. Ну, хотя они не очень прям вот трепетные, но все равно. Это вот батат у меня взошел. Я в прошлом видео показывала, как я его сажала, а в этот раз уже он взошел. Это моя вишня маленькая, огорожена, чтобы тряска не затоптала, не сгрызла. Здесь у меня в грядке руккола и вот редиска, но редиска вся пошла в ствол. Я не знаю, может, парочку штучек я сорвала, а остальные все ствол. Но я уже вот здесь рядышком посадила еще 2 рядка, другой, может быть, она лучше будет. Помидоры тоже. Вот на момент, когда я озвучиваю, я их уже подвязала. А здесь пока еще не подвязаны. И вот здесь в коробке у меня еще 15 штук помидоров. Ну, наверное, придется выкинуть, потому что ну куда их сажать? Во-первых, у меня и так их много. Во-вторых, не знаю. Во всех случаях мне они не нужны. Вот отсюда выкопала я кабачок. Думала вот на этот огурец, что это кабачок. Этот оказался огурец все-таки. А кабачком оказался. Хорошо, что он с краешку. Я прям раз на лопату взяла и туда перенесла. Малина моя прижилась, которую я вот из этой грядки высаживала. Я вас веду показать. У меня созрела жимолость. У меня всего их 2 куста. У одного покрупнее ягодки, вот у этого, а у второго чуть помельче. Но зато их побольше, может быть, даже. Ну, мелких собирать, конечно, труднее. Ну, красота же. В результате вот у меня муж собирал, с 2 кустов собрал где-то 2,5 литра. Это я до того, как он собирать пошел, я решила поснимать немножечко. Видите, какие крупненькие, хорошенькие. Я пирожков с ними напекла и заморозила. Ну, на зиму, на компот, я не знаю. Варенье у меня никто не ест, поэтому я ничего такого не делаю, просто варю компоты. Вот видите, вот на том помельче кусте, ну, там надо с другой стороны подходить. Вот. Я очень жду всегда, когда новые ягоды какие-то. Она прямо очень ранняя, раньше клубники созревает эта жимолость. Но еще немножечко красоты вам в видео. Я никак не налюбуюсь. У нас обещают дожди, поэтому ну скоро прям все это раз, и пока дожди, все отцветет. Это у меня молодила распространяется. Вроде бы не должно там сорняки, но все равно вот есть сорняки. А я вам еще забыла рассказать, у нас же скважина, и я тут набирала бочку, одну набрала, пошла шланг перетаскивать в другую, а вода не льется. А оказалось, сломался насос в нашей скважине. И, соответственно, пришлось вызывать ребят, которые мастера в этом плане, которые могут привести насос новый, поменять на старый. Вот здесь вот уже лежит наш старый. Оказалось, он какой-то колодезный. Но я не знаю, он, наверное, больше 30 лет работал. Мы купили дачу 15 лет назад, он уже там был. Но они поставили в 2 раза длиннее, наверное, больше метра насос или метр. 36 тысяч, как с куста. 15 тысяч работы, 21 тысяча насос. Вот грядка у меня, я тут остатки капусты посадила, остатки кукурузы, а это вот свекла у меня взошла, я ее уже потихоньку рассадила на другие грядки. И здесь вот левая сторона плохо взошла, я на нее тоже все рассаживала. Конечно, работа на даче никогда не кончается, но потихоньку привожу все в порядок. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите ваши комментарии, что у вас творится на даче. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если до сих пор не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.